Ну что ж, вот мы подошли к ответным матчам четвертьфинала итальянской суперлиги. В первых поединках хозяева добились уверенных побед, и от прохода в следующий этап их отделяла лишь еще одна успешная встреча. Смогли ли проигравшие команды навязать борьбу в этот раз, ты узнаешь из данного обзора. Так что не будем больше тянуть, поехали! Начнем мы наше повествование с матча Монцы и Лубы Чвитановы. В первом поединке этой серии уверенной победы добились волейболисты Лубы, так что сегодня они были полны решимости добыть путевку в полуфинал. Но несмотря на отсутствие Георга Грозера, игроки Монцы перед домашними трибунами отступать не планировали. Так что этот матч обещал подарить нам куда больше интриги, чем это было на площадке действующих чемпионов Италии. И интригу этому получили с первой же партии, где ни одна из команд так и не смогла добиться преимущества больше, чем в 2 очка. И несмотря на то, что именно игроки Монцы имели в своем активе несколько сетболов, за счет стараний Симона на блоке и на подаче, Луба Чвитанова выходит победителем из первого сета 26-28. Видимо, посчитав, что концовка первой партии была лишь недоразумением, хозяева продолжили борьбу. С какой-то непривычной легкостью реализуя преимущество домашней площадки. И окрыленные этой поддержкой волейболисты Монцы начали уверенно разбираться со своим оппонентом. Тем самым создав себе огромное преимущество перед самой концовкой. Пусть часть его они в итоге растеряли, но запас был слишком велик. 26-19 и 1-1. Как-то негоже действующему чемпиону Италии вот так без вариантов уступать, пусть даже и в рамках одной партии. Осознав это, теперь уже гости заняли доминирующее положение в игровом отрезке. Вновь не обошлось без активности на блоке от вездесущего Симона. Блок клуба вообще стал непреодолимым препятствием для игроков Монцы в этом сете. Благодаря чему они эту партию без шансов проиграли 17-25. Все это привело нас к такой ситуации, что гостям оставалось выиграть лишь одну партию, чтобы пробиться в полуфинал. А хозяевам необходимо было забирать 2 подряд, чтобы выровнять счет в серии. Так что 4-й сет обязан был стать ключевым в этом противостоянии. Поэтому ничего удивительного в том, что сценарий был крайне похож на первую партию, тут и нет. Ни одна из команд вновь не смогла разжиться преимуществом более 2 очков, и все было должно решиться в концовке, где во всей красе проявил себя Риккардо Лукарелли, который и перенес победу своей команде 23-25 и 1-3. В этот раз в отсутствие Георга Грозера в роли диагонального оказался Донован Джавронок, хотя, как правило, это место занимал Влад Девескиба. Но похоже, Массимо Айчелли решил, что белорус для игровки будет более полезен, чем чех. И в том, что Влад будет очень эффективен, тренер Монцы не прогадал, но, к сожалению, Донован в диагонали был не так успешен. А Милан Катич в атаке выглядел совсем бледно, пусть и прием держал выше всяческих похвал. Как мне кажется, аргентинский ветеран хозяев Сантьяго Ардуна также провел не лучший матч, ведь именно в концовках нередко бывало, что его нападающие получали не лучшие передачи, и в решающие моменты это и не позволяло забирать сложные партии себе. Игроки Лубы в свою очередь провели очень хороший матч, и несмотря на ожесточенное сопротивление игроков Монцы, опыт и мастерство гостей вышло на решающие роли. Да тот же Османи Хуантарена уже куда увереннее чувствовал себя в приеме, чем это было в первой встрече команд. Похоже, что Старая Гвардия серьезно настроена на завоевание Скудетто. Но лучше всех себя проявил Риккардо Лукарелли, который оставил абсолютно незамеченным уход из команды Леала. Ведь этот парень не только хорош в нападении и на подаче, но и принимать неплохо так умеет. Именно он и стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка, на 1 результативный балл опередив Влада Девескибу. Статистика остальных игроков находится на ваших экранах. Дальше на очереди у нас обзор матча Пьяченцы, которая принимала у себя действующего обладателя Суперкубка Италии Трентино. Подопечные Анджело Ринзетти на днях успели в полуфинале Лиги Чемпионов переиграть в гостях Перуджу, так что опыт выступления на чужих площадках у них имеется. Да и в первом поединке Трентино без особых проблем с Пьяченцей в 3 партиях разобралось, так что все предпосылки для прохода в полуфинал у них имелись.
Да и наличие такого матерого турнирного бойца, как Матей Козийский, явно шло только на помощь гостям в этом противостоянии. Так что первая партия в этом матче стала уже четвертой подряд для игроков Трентино в этом четвертьфинале – 21-25. Углубляясь в историю данного противостояния, статистика тут была явно не на стороне Пьяченцы. Последний раз им удалось переиграть Трентино аж в ноябре 2016 года в пятом туре итальянской серии А. Тогда они, кстати, также уступили в первой партии, примерно с таким же счетом, как и сейчас. Это, пожалуй, единственный приятный момент, за который можно было хоть как-то зацепиться. И все было готово повторить тот удачный для хозяев сценарий, если бы не шикарная серия подач Алессандро Микелетто. Этот же потрясающий итальянец не только смог сравнять счет в тяжелейшем сете, но и запустить серию сетболов для своей команды, которую завершил не менее потрясающий болгарин, порешавший очередную тяжелейшую ситуацию в атаке – 29-31 и 0-2. Так, с 0-2 Пьяченца за всю историю противостояния с Трентино отыграться так ни разу не смогла. Но даже счет 1-5 на старте не являлся поводом для отчаяния со стороны хозяев. Ведь было похоже, что игроки Трентино уже готовились к спокойному завершению матча и предстоящей встрече с Перуджей. Больше всего это сказалось на приеме гостей, который трещал по швам в третьем игровом отрезке. Так что добытого в середине партии преимущества в этот раз Пьяченце хватило, и они решили вернуться в борьбу 25-19 и 1-2. Волейбольные команды достаточно неохотно делятся разного рода информацией касательно состояния игроков как в плане травм, так и в плане игровых кондиций. Так что могу только констатировать факт, что после приличного перерыва в стартовой обойме Джулио Пинали заменил Даниэля Лавия. И эта встреча показала, что штатный диагональный и в атаке был более эффективен. Да и про пользу на подаче говорить смысла нет. Возможно, Анджело Лорензетти подкупал тот факт, что Лави являлся самым результативным игроком на групповом этапе Лиги Чемпионов у его команды, и так сказать, он получил свое место за былые заслуги. Пожалуй, именно третьего эффективного крайнего нападающего и не хватило гостям в концовке, что позволило Пьяченце перевести матч в пятый сет 25-20. Понимая, что дело запахло жареным, игроки Трентино решили на полную катушку включиться с самого начала пятой партии. И как правило, четырехочковое преимущество к смене сторон отыгрывается крайне редко. Только Олег Антонов достаточно быстро подверг сомнению подобную гипотезу. Но даже несмотря на все усилия хозяев, все равно постоянное преимущество было за игроками Трентино. Пьяченце несколько раз висела на волоске от вылета из плей-офф, но каждый раз им удавалось спастись. За это они были вознаграждены невероятной победой в этой сумасшедшей пятой партии 24-22. Фантастика. По-хорошему, Трентино сперва не хватило концентрации, чтобы дожать Пьяченцу в третьем сете, а к пятой партии у них уже попросту не хватило сил, ведь та бойня в Лиге Чемпионов против Перуджи не прошла бесследно. Да и убойная подача хозяев заставила Сбертоли изрядно побегать в этом матче, и в пятой партии он нередко отдавал передачи не в темп и крайне широко. А 37-летний Матей Козийский уже не мог с былым изяществом все это исправлять, ведь также прилично устал. Все матчи, когда в старте выходил Джулио Пинали, его подменяли, если что-то у него шло не так. А вот в этой встрече, когда в старте вышел Даниэль Лавия, его заменили только тогда, когда борьба в четвертом сете в принципе закончилась. Хоть это определенно могло внести коррективы как минимум в пятую партию. Со стороны Пьяченцы я наоборот сетовал, что очень мало заигрывают в нападении Франческо Риччини, который был крайне эффективен в первом матче четвертьфинала. Будто услышав меня, Лоренцо Бернарди в этот раз Антуана Бризара попросил доигровщика задействовать почаще. Также говорил про низкую эффективность Адиза Лагумзии, что также сильно тормозило Пьяченцу, особенно учитывая его огромный объем передач. Но смекнув, что у турка игра в первой партии не пошла, его затем заменили на Тончика Штерна, и словенец был крайне полезен. Жаль, что его подача полноценно не сработала. А вот что сработало на 100%, так это появление на площадке Аарона Рассела, что отменно проявил себя во всех элементах. И похоже, что взбодрил своего партнера по сборной Макса Холта, который вспомнил, что какое-то время лидировал в списке блокирующих Суперлиги. Короче, третий решающий матч обещает быть крайне непредсказуемым, ведь Трентино еще предстоит помучиться с Перуджей, а Пьяченца все это время может полноценно готовиться к финальному сражению за проход в полуфинал. Самым результативным игроком матча стал, естественно, Аарон Рассел, настрелявший 33 очка,
Что успели набрать остальные игроки, вы можете посмотреть в протоколах, что сейчас перед вами. Переносимся в Латину, где местная волейбольная команда Цистерна принимала у себя главного претендента на Скудетто – Перуджу. Цистерна стала единственной гостевой командой, что смогла взять хотя бы одну партию в первых матчах четвертьфинала. И пока воодушевленная своими успехами Трентино уступала в своем матче Пьяченце, обозленная досадным поражением в Лиге Чемпионов Перуджа пыталась максимально быстро решить свои турнирные задачи. Так что, как и в первой встрече, особо много усилий для этого они прилагать не собирались. Так что пришлось немного повозиться, чтобы добиться успеха. 23-25. История противостояний в этой паре была еще более печальной, чем у Трентино и Пьяченцы. За долгие годы очных встреч Цистерна смогла одержать лишь одну единственную победу, датированную 2012 годом. Но почему бы тогда не прервать и еще одну неприятную серию? Только похоже, что хозяева сами не поверили своему счастью и начали ошибаться в неподходящий для этого момент. И в одной расстановке на подаче Леона Перуджа переворачивает ход игры и забирает партию себе. 20-25. Проигранная партия в первом матче заставила Дьяволов проявить большее количество усилий для достижения результата. Но раз сейчас они шли 0-2, то они решили все так же не напрягаться. Что как раз и могло привести к не самому удачному для них исходу третьего игрового отрезка. К сожалению для хозяев, снова все решилось на одной единственной серии подач. В этот раз палачом выступил Мэтт Андерсон. Так что налегке Перуджа побеждает в этом матче и проходит в полуфинал. 20-25, 0-3. Изначально было ясно, что именно это противостояние должно стать самым очевидным, ведь Цистерна очень сильно уступает в классе Перуджа. И если на одну чудесную победу еще и можно было рассчитывать, то серию плей-офф уже выиграть было нереально. Поскольку хозяева не смогли в этот раз урвать для себя и партии, гости так напрягаться и не стали. Оттого мы и получили достаточно скучный матч, так что и анализировать тут ничего смысла нет. Самым результативным игроком матча стал диагональный Цистерны Петер Дерлич со своими 18 очками. Что там в статистику принесли другие волейболисты, вы можете увидеть на ваших экранах. Ну и закончим наш обзор матчем тех команд, что подарили нам самый горячий волейбол в первом раунде четвертьфинала, а именно Милан и Модена. Да несмотря на счет 3-0 в пользу сегодняшних гостей, в каждой партии интрига жила до последнего. В том матче Модена добивалась успеха во многом из-за отличных серий подач Немира. И также на краях отлично работали Нгапет и Леал. Но никто из этой троицы ничего существенного продемонстрировать в первом сете не смог, так что Модена вынуждена была капитулировать 25-17. Промолчав почти всю первую партию, главное атакующее звено гостей берется за дело на старте второго игрового отрезка. А ко всем бедам еще и Жана Патри удалось полностью нейтрализовать, и он был вынужден отправиться на скамейку. Хотя и не сказать, что выход Юрия Романа получился более впечатляющим. Так что на фоне полетевшей подачи и активных действий на блоке от игроков Модены, теперь уже хозяева были вынуждены остаться неудел. В этот раз ребята в синем добиваются сверхуверенной победы в сете и сравнивают счет в матче. Вроде счет по партиям равный, но равной борьбы в первых двух партиях, к сожалению, не завязалось. Так что очень бы хотелось посмотреть на что-то более интригующее, чем то, что подарили команды до этого. И все шло к тому, что и в третьем игровом отрезке также победителя мы узнаем заранее. Только вот 3 подряд расстановки принесли гостям по брейковому мячу, и счет перед самой концовкой удалось сравнять. Но Жан Патри решил отыграться за неудачную вторую партию, закрыв на блоке Нгапета, а затем выполнив ряд успешных подач. Милану оказалось достаточно добытого преимущества, и они завершили третий сет в свою пользу 25-22 и снова повели в матче. Четвертый игровой отрезок развивался по схожему сценарию со вторым. У гостей снова полетела подача, с которой ничего не могла поделать принимающая сторона, и разрыв по счету вновь начал неприлично быстро расти. Так что и в этот раз торжествовала команда на той стороне площадки, которая находится дальше от нас на экране. Очень хотелось верить, что хотя бы пятая партия могла подарить нам что-то красивое и искрометное.
И да, этот сет был куда более зрелищным, чем все предыдущие 4. Ведь именно здесь решалось, какая из команд не зря провела на площадке все эти 2 часа. Главным действующим лицом сета мог стать Юрий Романо, что героически пытался притормозить уплывающий от Милана полуфинальный корабль. Потрясающая серия подач от итальянца практически привела хозяев к успеху, несмотря на все трудности. Но, к сожалению, именно на его счету оказался последний проигранный мяч. 13-15, 2-3 Модена в полуфинале. Несмотря на интересный счет по партиям и красивый пятый сет, мне больше понравилась первая встреча команд, где пусть и был счет 3-0, но волейбол был более насыщенным. Модена в этот раз вновь чуть более настойчива была на подаче и снова зарешал класс атакующих исполнителей. А Милан в очередной раз доказал, что может на равных бороться с любым оппонентом, а в хороший день и попытаться его пройти в серии плей-офф, но в этом сезоне им этого сделать не удалось. За Моденой же будет крайне интересно посмотреть в полуфинале, ведь против топовых команд они всегда играли куда лучше и ответственнее, так что чем черт не шутит, эти ребята и до финала могут спокойно добраться. Самыми результативными игроками матча стали доигровщики Модены Эрвин Гапет и Леал, набравшие по 23 очка. Статистика остальных игроков находится на ваших экранах. Ну что ж, 3 из 4 полуфиналистов определились. Так что смело можно утверждать, что Перуджа будет биться с Моденой, а вот с кем Луба Чевитанова начнет свою серию 14 апреля, пока непонятно. Если матч Трентино и Пиченце подарит нам что-то запоминающееся, то сделаю обзорчик и на него. А сейчас жду от вас лайк за это видео, пока у нас еще имеется на это возможность. Поэтому на всякий случай переходите в мой телеграм-канал. Там я также еще и публикую новости касательно выхода роликов. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.